Всем привет! В этом видео я расскажу детальнее, как можно перенести сохраненные точки и маршруты с Garmin GPS-навигатора в часы. Или просто скопировать сохраненные данные навигации между часами Garmin. У вас возникает резонный вопрос, а для чего это нужно? Вариантов может быть много. Ситуация 1. Ваши друзья пошли в поход с GPS-навигаторами Garmin и по ходу маршрута сохраняли самые интересные точки, родники, места для стоянки, повороты, мелкие броды для проезда. Поход прошел идеальным, но, увы, без вас. И теперь вы уже хотите повторить поход по этому же маршруту с учетом всех сохраненных данных, как и у ваших друзей. Ситуация 2. Вы владелец часов Garmin Fenix 5+. С этой моделью вы прожили уже много сезонов, прошли по самым интересным маршрутам, сохраняли все нужные точки интереса и треки. И вот пришло время менять часы на новую модель. У вас накопилось около 100 точек и почти 50 маршрутов, которые хотелось бы сохранить и использовать в новой модели часов Garmin или в GPS-навигаторе. Что же делать? Набивать точки руками по координатам? Ведь изначально в новых часах нет ваших точек и маршрутов. Отвечу прямо, нам такой хоккей не нужен. В этой видеоинструкции я расскажу, как можно ускорить перенос точек и маршрутов между приборами Garmin. Это могут быть следующие варианты. Из часов Garmin в часы Garmin или из GPS-навигатора Garmin в часы Garmin. Перед тем, как я продолжу, хотел сказать, что сейчас параллельно монтирую еще 2 обзора. Так что не забудьте подписаться, чтобы быть первым, кто узнает про выход новых видеообзоров в технике Garmin. Итак, давайте продолжим. Двигаемся дальше. Копирование точек и маршрутов между приборами Garmin. Шаг 1. Подключение источника копирования. Подключите ваши часы или GPS-навигатор Garmin к ПК и откройте программу Garmin Basecamp. В данном случае выбор источника для копирования данных не критичен. Это могут быть часы или GPS-навигатор Garmin. Если у вас нет программы Basecamp, то вам нужно ее скачать на компьютер. Есть 2 версии программы. Basecamp для ПК с ОС Windows или Basecamp для Mac компьютеров. Шаг 2. Прочитать данные источника в программу Garmin Basecamp. Вам нужно загрузить в программу все данные вашего GPS-навигатора, в моем примере. Кнопка в верхнем меню «Получить с устройства». В моем примере я возьму старые и любимые точки с моего GPS-навигатора Garmin eTrex. Вы можете выбрать и другие часы, например, если захотите. Шаг 3. Какие точки и маршруты копировать. После получения данных с Garmin устройства все ваши сохраненные точки и маршруты будут показываться с названием даты загрузки данных с устройства в отдельной папке. Выберите точки и маршруты для копирования. Шаг 4. Подключите прибор Garmin, в который будет происходить копирование. Отключите ваш источник, это GPS-навигатор или часы от ПК, и подключите по USB кабелю к ПК ваши часы Garmin, куда вы планируете копировать данные. Через 10-20 секунд, пока устройство Garmin распознается ПК, ваша модель будет показываться чуть ниже списка всех сохраненных сеансов подключения к приборам. Шаг 5. Передача данных на другое устройство. Все, что вам нужно, это выбрать точки и маршруты в папке, где хранятся прочитанные данные с ранее подключенного прибора. В этом случае это GPS-навигатор Garmin eTrex. В моем примере это будет папка 17.07.2020.9.35 в категории «Данные полученные от eTrex Touch 35T». Для Windows, удерживая кнопку Ctrl, курсора мыши просто выбирайте нужные точки и маршруты для передачи и по нажатию на правой кнопке мышки выберите команду «Отправить на». Для компьютеров Mac используйте спецклавиши на клавиатуре для выбора группы элементов. Выберите в выпадающем окне модель приемника, например, Forerunner 945 Primary, и нажмите кнопку «Ок». Пойдет передача данных в часы. При этом зеленая полоса в левом вертикальном меню под названием подключенного прибора будет отображать процесс копирования. Итак, как это работает вкратце? Первый шаг. Устанавливаем программу Garmin Basecamp на ваш компьютер. Второй шаг. Подключаем устройство-источник, это часы или GPS-навигатор. Следующий шаг. Считываем точки, треки и активности с нужного источника. Отключаем прибор-источник и на его место подключаем прибор-приемник. Это может быть GPS-навигатор или часы. Выбираем в программе точки, треки и активности и отправляем их прямо в устройство-приемник, ваши часы или GPS-навигатор. Шаг 6. Как проверить, что точки и маршруты скопированы в часы Garmin правильно?
Есть два варианта проверки. Вариант 1. Просто считайте все данные с подключенных часов обратно в программу Basecamp. При этом новая папка с текущей датой чтения устройства уже будет содержать скопированные точки и маршруты. Вариант 2, самый надежный. Посмотреть прямо в часах Garmin. Для этого запустите активность, например, туризм или бег, где есть меню навигация и работа с GPS. Нажмите кнопку «Старт» один раз, чтобы активность ожидала начала работы. Удерживая кнопку «Up-меню», откройте меню «Настройка активности» и прокрутите вниз до секции «Навигация». Чтобы проверить новые точки, выберите «Сохраненное местоположение». Здесь вы увидите список ваших точек в часах. Любая сохраненная точка может идти с названием и значком, а также расстоянием от вашего текущего положения относительно GPS-координат, если часы увидели GPS-спутники. Если нет сигнала GPS, расстояние до точки и направления вы не увидите. Под точкой будут стоять прочерки. Если вас не устроит значок точки, то вы можете изменить значок прямо в часах, просто выбрав другую иконку из списка. Аналогично, как и для точек, работаем с маршрутами, треками. Чтобы добраться в часах до сохраненных треков, перейдите в меню. Для этого, пример с бегом, старт бег, настройка, навигация, дистанции. А что делать, если часы не поддерживают программу Garmin Basecamp или нет возможности установить программу? Да, есть такие устройства у Garmin, которые не поддерживают работу с Basecamp. Еще бывает ситуация, что у вас просто нет программы Basecamp. Как же перенести точки и треки в устройство? В этом случае вы должны подготовить точки и треки для переноса на устройство-приемник. Устройство-источник данных, в моем примере, это часы Garmin Fenix 6X Pro. Для переноса ваших записанных активностей выберите файлы с расширением .fit из папки Activity, где Fenix 6X Pro Solar – это название вашего прибора. Для переноса всех точек с часов вам нужен только один файл, который находится в папке Location lctns.fit. Для переноса дистанций, чтобы скопировать заранее сохраненные дистанции в часах приемник, вы можете выбрать нужную дистанцию по адресу Courses. В этой папке находятся все созданные ранее вами дистанции. Название дистанции безопасно использовать английские названия, так как вы заранее не знаете, какие из устройств поддерживают русские названия или нет. Хотя русские буквы в последних моделях Garmin показываются без проблем. И заключительный шаг. Отключите прибор-источник. В моем примере это были часы Garmin Fenix 6X Pro. И подключите к ПК по USB кабелю прибор-приемник. То есть те часы, на которые вы будете копировать точки и маршруты. В моем примере это часы Forerunner 945. В часах приемники скопируйте в папку New Files все сохраненные точки, файл lctns.fit. Дистанции, может быть несколько. И по желанию файлы активности, может быть несколько файлов в формате data-время.fit. Отключайте часы от USB кабеля. После отключения кабеля часы будут автоматически подбирать все данные из этой папки и расставлять их в нужную секцию часов, точки, дистанции, активности. А как проверить, что копирование точек, маршрутов и активностей прошло успешно? Да, аналогично, как и в других вариантах. Запускаем активность, бег или ходьба, то есть там, где есть раздел навигация. Через меню в запущенной активности удерживайте кнопку Up-меню и перейдите в секцию «Навигация дистанции», чтобы проверить треки. Перейдите в секцию меню «Сохраненное местоположение», чтобы проверить скопированные точки в часах. А как синхронизировать точки и маршруты с помощью мобильного телефона для часов Garmin или навигаторов? Если вы не хотите выбирать дистанции, активности, а хотите ускорить процесс переноса данных, предлагаю еще один вариант – использовать мобильную программу Garmin Explorer. Установите программу на свой мобильный телефон. Поддерживаются два типа операционных систем смартфонов. Программу можно скачать для телефонов с ОС Android и мобильное приложение для телефонов Apple. Подключите часы к программе, чтобы начать синхронизацию данных. В этом случае ваши точки, маршруты и активности, которые находятся в коллекциях Garmin Explorer, можно автоматически синхронизировать между часами и телефоном. При работе с мобильным телефоном данные переносятся по воздуху через подключение по Bluetooth. Я планирую сделать детальный обзор работы с мобильными приложениями Garmin. Так что это уже тема отдельного обзора. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вы хотите получить больше информации, как работать с мобильными приложениями Garmin. И напоследок мои выводы.
я все же бы рекомендовал использовать программу Garmin Basecamp как удобный инструмент для контроля данных и переноса в другой прибор. Не забывайте про ручной вариант копирования данных между часами. На это пока все. Спасибо за ваш просмотр. Ваши лайки вдохновляют меня двигаться дальше и выпускать новые обзоры. И не забывайте про социальные группы Facebook и ВК, где общаются владельцы техники Garmin. Желаю всем успешных походов и тренировок. Всех с праздниками!